Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Николай, мы находимся в мастерской музыкальных инструментов «Перекресток». И в этом видео я расскажу о том, как настраивать монохорд. Монохорд — инструмент простой, но на нем много струн. И эти много струн нужно научиться одинаково настраивать. В этом вся особенность, и в этом на самом-то деле вся сложность настройки этого инструмента. Потому как, когда мы настраиваем какие-нибудь кантели, погрешность в 2-3 цента в пару герц, она не так заметна, нежели когда мы настраиваем монохорд, где нам такие погрешности сразу слышны. Что нам понадобится для настройки? Настроечный ключ, как обычно, и тюнер. Ну, помимо самого инструмента, понятное дело. Тюнер может быть как отдельный девайс, коробочка со стрелочкой. Она может жужжать, может просто слушать и стрелочкой двигать. Может быть как приложение на телефончике. Вот это мой любимый вариант. Очень удобно, всегда в кармане, работает безотказно. Что, собственно, мы делаем? Схема настройки монохорда у каждого своя. Поставляется вместе с монохордом от производителя. Когда вы получаете монохорды от меня, я вам всегда пишу, какие струны во что настраивать. В данном случае на этом монохорде сейчас мы рассматриваем самый популярный на сегодняшний день у меня вариант. Это где у нас есть основной тон, где есть басовая партия и 5 мелодических струн. Такое. И, допустим, основной тон у нас будет... Давайте... Ля. Нота ля. И после того, как мы одну струну, не это, вот это, после того, как одну струну мы настроили в нужную нам ноту, нам нужны все остальные струны основного тона, то есть это основной тон монохорда. Особенность монохорда как инструмента в том, что большое количество струн настроены на одну и ту же частоту, то есть на одну и ту же ноту. И в данном случае тут 18 струн основного тона, 4 струны басового тона. Это та же нота, но на октаву ниже. Дает такую низкочастотную поддержку. И 5 струн мелодических. Ими мы займемся в самую последнюю очередь. И вот, возвращаемся к нашей струне ля. Не это. Вот, мы ее настроили. И дальше мы уже берем соседнюю струну и начинаем подтягивать. Берем ключ. Берем ключ. Не теряем наш колок. Важно поставить ключ на тот колок, который нам нужен. В большом количестве колков струн это можно перепутать и тянуть не ту струну. Это будет неприятно. Полностью на всю глубину опустили. По часовой стрелке, когда мы крутим, по часовой стрелке, мы повышаем ноту. Против часовой стрелки мы понижаем ноту. В данном случае нам нужно ноту повысить. Зелененькая буква ля, буква А, точнее, говорит нам о том, что мы все сделали правильно. Одинаковый звук двух струн говорит нам о том, что мы все сделали правильно.
что нам может говорить о том, что мы что-то сделали неправильно? Когда две струны не звучат как одна. То есть я дергаю за две струны, они звучат как один звук. Если я дерну их не по очереди, а одновременно, я услышу один звук, не почувствую никакой разницы. Но! Представим, что мы чуть-чуть недонастроили. Слушаем внимательно. Когда мы слышим вот такое вот волновое колебание, когда мы дергаем две струны и слышим вот это вот, да, это говорит нам о том, что струны в рассинхроне, что они настроены не одинаково. И вот я подтягиваю чуть-чуть короткими, мягкими движениями. Это я перетянул, теперь на выше, чем надо. А вот теперь они одинаково. И таким образом мы настраиваем все ноты основного тона. Если вы хорошо слышите, что как происходит, то, в принципе, вопроса, как настраивать монохорд, у вас не должно стоять. Но если вы человек новый в музыкальных инструментах, в монохордах, опыта у вас мало, то это прям то, что вам нужно будет слухом и практикой нарабатывать. Удобная вещь — полотенце. Не правда ли, да? Почему? Когда мы начинаем настраивать большое количество струн, они начинают звучать. Я дергаю одну, и зазвучало все 10. Чтобы этого не происходило, удобно остальные струны, которые мы не настраиваем, да, укрывать вот так вот тканью, полотенцем, чем угодно, чтобы они нам не мешали своими призвуками. Это будет просто удобнее и понятнее. Вторая удобная вещь и моя любимая, и я считаю, что для начинающих это must-have, это настраивать инструмент не по стрелочке, а по звуку. У нас есть контрольный звук. Если будет правильно, то вот это наша октава. И вот условно есть у меня вот тут такая струна. Ниже немножко. Да. Выше. Оно. Оно. И вот у нас следующая струна. Это она сейчас настроена сильно выше, потому что я экспериментировал тут с другими настройками, и я не могу найти ее уголок. Вот ее уголок. Чуть-чуть выше, чем надо. Ниже. Основная сложность, с которой вы будете сталкиваться, это работа ключом. Вот это тонкая подстроечная работа ключом, чтобы сдвигать колочек на десятые доли миллиметра. Это сложно. У меня 13 лет опыта, я это делаю просто по ощущениям с закрытыми глазами.
У человека, у которого нет такого опыта работы с инструментами, это поначалу нужно будет учиться, чтобы рука привыкала, чтобы поначалу это будут грубые, длинные, слишком длинные движения, вы будете промахиваться, это нормально. Практика, 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 практика. Самый, на мой взгляд, самый удобный вариант это чуть-чуть перетянуть. То есть я вот настроил и чуть-чуть перетянул. И потихонечку тянуть назад. Вот буквально пальчиком. Перелет. А иногда бывает такая ситуация, когда колочек, как ты его мягенько не крути, он проскакивает, как будто бы он делает, как будто бы сам колочек не способен делать микродвижения. Колочки могут закисать, поэтому иногда, если вот совсем не получается, попробуйте немножечко его расшевелить. Я не тут колок кручу вообще. Ну, как бы вот. И вот так вот неспешно мы опускаемся вниз. Второй важный момент. Когда вы получаете от меня сей замечательный инструмент, нужно помнить один момент. Он новый. Что это значит? Это значит, что струны на нем новые, и они еще какое-то время будут растягиваться. Это буквально. Вы его настроили, поиграли полчаса, он снова опустился на полтона ниже, и это будет продолжаться где-то первые неделю-две. Не расстраивайтесь от того, что ваш инструмент не держит строй, он еще растягивается. Еще дерево принимает свою форму, деформируется под натяжением струн. Дело в том, что я, когда изготавливаю инструменты, в идеале, они после изготовления, они должны еще месяц лежать у меня. Вот в таком вот готовом виде. Вот я закончил, покрыл, одел струны, настроил. И вот месяц они лежат у меня. И в следующий месяц я просто занимаюсь вот этим вот растяжением, настройкой струн и так далее, и так далее, и так далее. Я этого не делаю, потому что вы зачастую всегда желаете получить инструмент свой как можно быстрее, желательно вчера. Поэтому эта задача делегируется на вас, дорогой зритель. И, в общем, это нормально. Этого не бойтесь, этого не пугайтесь, к этому будьте готовы. В принципе, это особенность любого музыкального инструмента и любых свежих струн, даже на старом музыкальном инструменте. Но как пройдет вот эта вот неделя-две, когда вы будете играть, настраивать, играть, заодно и практиковаться, учиться настраивать инструмент, в какой-то момент струны перестанут растягиваться, и вам это очень понравится, когда вы играете на инструменте, а он держит ноту и не хочет оттуда уходить. И держит ее долго и уверенно. Приятно? Приятно. Ну и, собственно говоря, возвращаемся к настройке.
Даже если вы хорошо умеете настраивать на слух, все равно держите тюнер под рукой, потому что по опыту говорю, что когда настраиваешь подряд 20 одинаковых струн, внутренний камертон может немножко сбиться. И вначале это может быть один звук, а в конце уже немножко другой звук, как тут, собственно, и произошло. И таким образом мы настраиваем все струны основного тона. Теперь давайте поговорим о басах. Ничего сложного, все то же самое, только на октаву ниже. То есть если у нас тут нота ля, да, вот она, родимая. То есть, если у нас основной тон настроен в ля-3, то басовый тон у нас настроен в ля-2. Теперь, что касается мелодических струн, почему-то это у многих вызывает больше всего вопросов. Начнем с того, что пирамидки эти подвижные. Все. Они не приклеены, они придавливаются к деке инструмента исключительно давлением струн. И вот этой подвижность мы можем менять высоту тона каждой мелодической струны. Нотный звукоряд вот этих вот мелодических нот я не выстраивал точный пока что. То есть я их каждый раз настраиваю по ощущениям, как мне больше нравится. Но я думаю, что сейчас мы сделаем какую-то отправную точку для строя ля. И потом в инструкции будем прописывать подобный звукоряд для всех остальных тональностей. То есть вот у нас есть тон основной ля. Красиво. Все эти чистые интервалы, как квинта, кварта, октава, они красивы на слух. То есть не то, не сё, да? Непонятно что. Да, некрасиво.
уже покрасивее. Допустим, до диез. Следующий. Я рекомендую, даете основной тон и ищите. Двигайте влево, вправо. Ну вот это мне нравится. Ре. То есть до диез ре. Для основной ноты ля. Ну тут сразу понятно, тут у нас ми. Ми и ля в целом дружат. А тут мы уже начинаем играться с тем, какую ноту мы хотим следующую. Мне нравится фа. Вот эту самую последнюю мелодическую струну я обычно настраиваю еще на октаву выше от основного тона. То есть у нас получается, если снизу вверх, до диез, ре, ми, фа, ля. Вот. Обычно такое положение у пирамидок получается после того, как вот эти вот струны также настроены в основной тон, а потом под них встала пирамидка. Это я к чему? Это я к тому, что микроподстройка идет перед переставлением пирамидок. Основная подстройка все равно идет настраиванием колка. Как-то так. Эту часть колков настроили, передвигаемся сюда.
после того, как вы настроили все струны, играете и ищете выбивающихся. То есть, когда вы играете, и все у вас звучит замечательно. Но если вы играете, и есть вот в каком-то месте какой-то вот неприятный вам призвук, вот этот. Настраивайте его. Можно так. Примерно так выглядит настройка монохорда и всех подобных инструментов. Если у вас какие-то остались вопросы, если какие-то все еще остались недопонимания, прошу в комментарии, задавайте вопросы. Если вы хотите себе такой замечательный монохорд, прошу в описании, там ссылки, заходите, выбирайте. И для вас я тоже создам монохорд или любой другой замечательный музыкальный инструмент. Благодарю.